Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем интересный узор крючком. Узор состоит из рядов цветов. Каждый ряд цветов лепестки смотрят в разную сторону. Узор объемный за счет того, что используются в узоре лицевые рельефные столбики без накида и изнаночные рельефные столбики без накида. В каждом ряду цветов в одном ряду мы используем лицевые рельефные столбики без накида, в следующем ряду используем изнаночные рельефные столбики без накида. Узор довольно интересный, подойдет для вязания летних вещей. Думаю, что этим узором можно связать красивый палантин. Я в видео использовала крючок 2 мм, вязала пряжей Yarn Art Jeans. Установочный ряд узора, самый первый, состоит из арок разной величины. И вот раппорт узора равен 4 аркам. Сейчас начнем вязать, и я поподробнее расскажу. Я набрала 6 воздушных петель. Делаю 3 накида на крючок. Ввожу крючок в первую петлю и провязываю столбик с 3 накидами. Это будет большая арка. Эту арку мы провязываем для симметрии узора. То есть в раппорт узора она не входит. Вот у нас получилась большая арка. Теперь я провязываю 4 воздушные петли. 3, 4. Делаю 2 накида на крючок. Возвращаюсь в основание, ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Это будет маленькая арка. Это начало раппорта узора. Маленькая арка. То есть первая для симметрии и маленькая арка. Это уже раппорт. Далее 6 воздушных петель. Провязали. 3 накида на крючок. Возвращаемся в основание, вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Мы снова вяжем большую арку. И нам останется связать еще 2 таких же большие арки. То есть 6 воздушных петель. Провязали. 3 накида на крючок. Возвращаемся в основание, вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Это вторая большая арка. 6 воздушных петель. Провязали. 3 накида на крючок. Возвращаемся в основание, вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Так, провязали. Что у нас получается? Первая самая арка у нас для симметрии. И вот эти 4 арки, маленькая и 3 большие, это раппорт узора как раз. То есть маленькая и 3 большие. Мы свяжем 2 раппорта. То есть сейчас я вяжу маленькую арку. 4 воздушные петли. 2 накида на крючок. Возвращаемся в основание. Вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Мы начинаем вязать второй раппорт узора. Установочный ряд. Маленькую арку. Далее 6 воздушных петель. Провязали. 3 накида на крючок. Возвращаемся в основание. Вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Это первая большая арка. И еще провяжем таких же 2. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Провязали 3 накида на крючок. Возвращаемся
в основание, вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Вторая большая арка. И еще нам останется связать одну. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. 3 накида на крючок. Возвращаемся в основание. Вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Получается, мы связали установочный ряд по 2 раппорта узора. Раппорт узора состоит из маленькой арки и 3 больших. Всего 4 арки. Мы связали установочный ряд. То есть первая самая у нас арка большая для симметрии узора. И далее 2 раппорта узора. Маленькая арка и 3 больших арки. Всего раппорт узора состоит из 4 арок. Одной маленькой и 3 больших. Вот первую арку я показала. И вот это вот второй раппорт узора. Маленькая арка и 3 больших. И переходим к первому ряду узора. Для этого нам надо провязать воздушную петлю. В арку провяжем столбик без накида. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Начинаем вывязывать лепестки цветов. Это будет первый лепесток. Мы связали 6 воздушных петель. Пропускаем на основании одну арку. И в следующую арку, то есть получается в третью, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Закрепляем цепочку. Закрепили. Теперь переворачиваем вязание. Будем обвязывать эту цепочку полустолбиками. Провяжем 9 полустолбиков. То есть обвязываем цепочку, которую только что вязали. Вяжем 9 полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9-й полустолбик. Вот у нас получилась обвязанная арка. Обвязали 9 полустолбиков, связали. Теперь 3 воздушные петли, 2, 3. Снова переворачиваем вязание и свяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Вот у нас получился первый лепесток. Каждый цветок у нас состоит из 5 лепестков, соответственно, связать нам надо еще 4 лепестка. Для этого вяжем 6 воздушных петель. Связали. В эту же арку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Начинаем формировать второй лепесток. Переворачиваем вязание и обвязываем цепочку. Вяжем 9 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. Провязали 9 полустолбиков. Теперь 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, переворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
4. Готов второй лепесток. Нам надо связать еще 3 таких лепестка для того, чтобы получить цветок. Каждый цветок состоит из 5 лепестков. Покажу еще немного третий. Дальше свяжите самостоятельно. Снова 6 воздушных петель. Вводим крючок в арку и провязываем столбик без накида. Переворачиваем вязание и обвязываем цепочку. Вяжем 9 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 полустолбик. Провязали 9 полустолбиков, 3 воздушные петли. Провязали, переворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Готов третий лепесток. Надо связать еще 2 лепестка для того, чтобы получить цветок. Я связала 5 лепестков. Вот так вот это выглядит. Все лепестки вяжутся одинаково. Связали 5 лепестков. Теперь прикрепляемся. Будем пропускать одну арку. В следующую провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Третий столбик без накида. Вот так выглядит цветочек. И начинаем вывязывать второй цветок. Первый лепесток второго цветка. Вяжем 6 воздушных петель. Провязали цепочку. Теперь пропускаем на основании одну арку. В следующую провяжем столбик без накида. Провязали. Переворачиваем вязание. Так же, как первый цветок, будем обвязывать эту цепочку. Вяжем в эту арку 9 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали 9 полустолбиков, 3 воздушные петли. Переворачиваем вязание. И провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали. Вяжем второй лепесток. Точно так же 6 воздушных петель. В эту же арку, в это же основание вводим крючок и провязываем столбик без накида. Переворачиваем вязание и обвязываем эту цепочку. Вяжем 9 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 полустолбик. Провязали 9 полустолбиков, вяжем второй лепесток.
3 воздушные петли, провязали, переворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик без накида. Так надо провязать еще 3 лепестка, чтобы получилось всего 5 лепестков. Цветок состоит из 5 лепестков. Провязала еще лепестки. Всего у меня 5 лепестков получилось во втором цветке. Теперь закрепляемся, пропускаем одну арку и в самую последнюю арку, то есть самую первую, мы прикрепляемся столбиком без накида. И провяжем еще один столбик без накида. Теперь провязываю воздушную петлю подъема и еще 5 воздушных петель узора. Всего будет 6 воздушных петель вместе с петлей подъема. Переворачиваю вязание. И сейчас ввожу крючок во второй полустолбик и провязываю лицевой рельефный столбик без накида. Вот это у нас будет изнаночная сторона изделия. В этом ряду мы закрепляем лепестки лицевыми рельефными столбиками без накида. Снова вяжу цепочку из 5 воздушных петель. Снова ввожу крючок во второй полустолбик и провязываю лицевой рельефный столбик без накида. Так будем поступать с каждым лепестком. Снова 5 воздушных петель. Провязали. Снова ввожу крючок во второй полустолбик и провязываю лицевой рельефный столбик без накида. Вот такие арочки у нас из 5 воздушных петель получаются. Снова 5 воздушных петель. 4, 5. Снова ищем второй полустолбик и провязываем лицевой рельефный столбик без накида. Провязали. Снова 5 воздушных петель. Вводим крючок во второй полустолбик и провязываем столбик без накида. Мы прошли все лепестки. Теперь переходим к первому цветку. Здесь я немножко ошиблась. У нас между цветами 1 воздушная петля. То есть после последнего лепестка вяжем воздушную петлю и переходим к следующему цветку. На другом цветке мы ищем опять второй полустолбик и провязываем лицевой рельефный столбик без накида. И далее по аналогии 5 воздушных петель. Снова второй полустолбик на лепестке, вводим крючок и провязываем лицевой рельефный столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Следующий лепесток. Вводим крючок во второй полустолбик и вяжем столбик без накида лицевой рельефный. Снова 5 воздушных петель. Вводим крючок во второй полустолбик следующего лепестка и провяжем лицевой рельефный столбик без накида. И останется последний лепесток. 5 воздушных петель. Вводим крючок во второй полустолбик. Провязываем столбик без накида лицевой рельефный. Вот у нас готов ряд. Между цветами 1 воздушная петля. Переходим к следующему ряду.
Набрала цепочку из 6 воздушных петель, переворачиваю вязание и ввожу крючок в арку и провязываю столбик без накида. Далее вяжу 5 воздушных петель, то есть этот ряд у нас арки из 5 воздушных петель. Вяжем под арки предыдущего ряда. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. В следующую арку вводим крючок и провязываем столбик без накида. 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. В следующую арку провяжем столбик без накида. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. В следующую арку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее еще 5 воздушных петель, в арку следующую столбик без накида, 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку, 5 воздушных петель, 3, 4, 5 и арку в арку предыдущего ряда из 5 воздушных петель. Снова 5 воздушных петель, провязали, столбик без накида в арку предыдущего ряда и еще один столбик без накида. Вот у нас готовый ряд. Будем переходить к следующему ряду. Будем повторять узор с первого ряда. Воздушная петля, в арку провяжем столбик без накида и повторяем самый первый ряд, вывязываем лепестки. У нас в этом ряду будут лепестки смотреть в другую сторону. Вяжем 6 воздушных петель. Далее пропускаем на основании арку, и то есть в третью арку сначала мы провязываем столбик без накида, вяжем первый лепесток цветка. Переворачиваю вязание и буду обвязывать эту цепочку из воздушных петель. Буду провязывать 9 полустолбиков. Провязала 9 полустолбиков, 3 воздушные петли, 2, 3. Переворачиваю вязание и провяжу 4 столбика без накида. Второй, третий и 4 столбик без накида. Вот у нас готов первый лепесток. Таких лепестков нам еще связать надо 4. Вот у нас лепесток смотрит в другую сторону. Снова 6 воздушных петель. Прикрепляемся столбиком без накида. Переворачиваем вязание и обвязываем цепочку из воздушных петель. Вяжем 9 полустолбиков.
Связала 9 полустолбиков. Теперь свяжу 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Переворачиваем вязание и провяжем 4 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий и четвертый столбик. Готов второй лепесток. Нам надо еще связать еще таких же 3 лепестка. Всего у нас будет цветок состоять из 5 лепестков. Я связала ряд цветов. Теперь покажу, как прикрепляются лепестки. У нас один ряд цветков прикрепляется лицевыми рельефными столбиками без накида. Другой ряд лепестков прикрепляется изнаночными рельефными столбиками без накида. То есть этот ряд цветов у нас прикрепляется изнаночными рельефными столбиками без накида. То есть я связала также 6 воздушных петель. Далее вяжу цепочку из 5 воздушных петель. Связала. Также ищу второй полустолбик, но прикрепляюсь уже сзади. То есть вяжу изнаночный рельефный столбик без накида. Вот только вот это нюанс. А так у нас узор повторяется. То есть вот этот вот ряд цветов мы лепестки прикрепляем изнаночным рельефным столбиком без накида. Следующий ряд цветов у нас уже будет прикрепляться лицевыми рельефными столбиками без накида. И так узор повторяем с первого ряда. С первого по третий ряд. Один нюанс, что у нас вот лепестки будут смотреть в разную сторону, и из-за этого мы крепить их будем в одном ряду цветов. У нас будут лицевые рельефные столбики без накида, в другом ряду цветов изнаночные рельефные столбики без накида. Между цветами также 1 воздушная петля. Ищем второй полустолбик и провязываем изнаночный рельефный столбик без накида. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, если видео вам понравилось. Вот такой узор получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!